Ой, извините, можно вам помочь? Нет, я сам. Он не из бойцов. Это стало понятно после первой перестрелки. Жить можете прямо в кабинете, там все есть. Комната кварцуется? Кварцевать пока незачем. Вы будете пока заниматься отчетом. В смысле, что-то пациенты? С вашим опытом работы на глубокой периферии пока что займитесь отчетом. Вот кипа на сегодня. Вы, главное, не волнуйтесь. Работы у нас немного, по большей части все перешло на компьютер. Только некоторые отчеты требуют в бумажном виде. Понял, спасибо. А я как раз вот... Можете бумаги оставить и убить. Хорошо. Извините, хотела сказать, что если вы все закончили, то все остальное время свободно. В том смысле, что не только во время обеда. Можете не оставаться за рабочим местом. Понял, спасибо.
Что такое? Вы заняты? Я тогда попозже зайду. Хорошо. Извините, я уже просто ухожу. Я вам там письмо оставила на ваше имя. Понял, хорошо. Милый коллега, я очень тяжко, нехорошо заболел. Помочь мне некому. Да и я не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу на бывшем вашем участке. Знаю, что вы в городе и недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день, хоть на час. И если вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись. Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма.
Что случилось? Уже 9. Я принесла вам бумаги. Вчера Сергея привозили. Вы с ним вроде учились вместе. Я подумала, вам бы хотелось знать. Его привезли с пулевым ранением. Он скончался ночью. Он просил передать вам это, сказал лично вам. Я не буду вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился. И они меня погубили. Мой дневник дарю вам. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если это вас интересует, прочтите историю моей болезни. Прощайте. Ваш Сергей Поляков. — 20 января. Видеть людей не могу. А здесь, кроме больных-то, я никого и не вижу. К счастью, они мои раны тронуть не могут. Домишки косые. Не часто выхожу из дома. Но когда приходится выходить, замечаю, насколько здесь все умирает. Да и хотя мне это на руку снова же. Все, чего воняет цивилизацией, напоминает ее. Подальше от нее, от ее песенок, от людей. Здесь люди простые, но они, к счастью, глубоко не лазят. Таких в городе не хватает. Городу вообще много чего не хватает. Главное, что мне этого города не надо. И всех его жителей туда же. Главное не вспоминать ее. Не думать о ней. Поменьше мыслей. Побольше работы. Так, я думаю, и залечится. Пациентов мало. Времени много. Так что могу подробнее заниматься каждым пациентом. Мысли о чужих почках, позвоночниках. Все лучше, чем сейчас лезть себе в голову. Подальше от нее. Забыть. Забыть ее. Прошло. Проехало. Проехали.
Вы как сюда попали? Запасные ключи. Вот, кстати, и ключ от склада. Да, извините, просто запасная пара ключей завалялась. Да и пациентов нет. Я хотела отдать, а потом решила до вашего прихода убраться. Просто в следующий раз предупреждайте. Я все поняла. Извините. Не нужно так часто извиняться. Стойте, не закрывайте! Извините. Знаете, я хотела вам сказать, что медикаменты лучше складывать на склад. Это пациенты не городские и украсть могут. Ладно, я, наверное, пойду. Если заскучаете, то мы будем ждать вас там, в доме, который за мостом. Я подумаю. Вы ездили на обследование в городе? Я ездил в центр. Цены везде в городе завались. Рад, что у вас хотя бы приемные за деньгу, а то бы я уже совсем загнулся. А по прописке? Я же не местный. Только если документы достать. Совсем нет возможности. Просто, возможно, это транзиторная ишемическая атака. Это временно, это когда происходит тромбоз между спинным мозгом и головным. Неважно, просто проверки в любом случае нужны. Совсем нет. Мне справку нужно быстрее. Мне на работе уже все проели. Говорят, грузом не пустят. Давайте так. Я поищу номерок. У меня есть один знакомый в области. Он занимается КТ. Он сделает вам КТ моста, и там уже посмотрим ситуацию. Да? Спасибо. Не за что. Можно? Да, конечно. Доктор, я к вам. Вы, наверное, забыли, заработались. Я понимаю, конечно, трудная работа. О чем забыл? О том, что я пришла за лекарством. Прошла только неделя, Халида Константиновна. Ну и что? Ну и что? По государственным субсидиям лекарство вам выдается раз в 2 недели. А если мне оно не помогает? И если надо увеличить дозу этого лекарства? По государственным субсидиям вам лекарства выдаются раз в 2 недели. Не помогает мне оно. Государство. Государство вам дало право кончить институт, и вы должны работать, помогая больным, выдавая им в том числе лекарства, которые им требуются в нужном количестве. Правильно.
Требуется в нужном количестве. Да. Вам лекарство положено раз в 2 недели. Доктор, у меня проблемы с сердцем. И я лучше знаю, сколько мне нужно лекарств. Что мне помогает, а что не помогает. А я знаю, что лекарства продаются в деревне. А я знаю, что вы работаете в безобразных санитарно-гигиенических условиях, нарушая все правила. Вы, молодой врач, приехал сюда. И зачем вы приехали сюда? А? Зачем? Ах, молчите. Вам нечего сказать. Доктор. Милый, извините. Вы выпишите мне то количество лекарства, которое мне необходимо для лечения. И все. Доктор, спасибо. До следующего приема. Всего доброго. Больно, мучительно больно, дорогие слушатели. Каждый раз понимать, что у этой композиции есть свой конец. Такая чувственная и лелеющая, с неожиданным развитием и всему приходящим концом. Тяжело заканчивать разговор на этой печальной ноте. Поэтому перейдем к новостям театральной жизни. На днях состоялся юбилей оперы «Аида» в Государственном театре. Предлагаю вам прослушать отрывок из записи данного спектакля «Приди ко мне, мой милый друг».
Стирайте! Сережа, Сереж, смотри на меня. Сергей! Морфий, морфий несите! Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Интересно, боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался. Словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Ань, я как-то стал себя лучше чувствовать. Первый выспался. Это хорошо. Мы очень беспокоились за вас, не знали, сколько вы там пролежали. Вы, кстати, обдавились. И хмурость спала. Разве я хмурый? Очень. Ой. Ну, то есть, вы просто всегда молчите, поэтому кажетесь хмурым. Но сегодня есть время отдохнуть. Извини, я что-то не так сделала? Наверное, вчера в спешке выпал.
Наверное, вам лучше оставить его у себя. Хорошо. В порядке? Да, все хорошо, наверное, просто нужно время. Может быть, вам отлежаться, а мы сами все сделаем. Мы и так уже все сделали. Дайте мне поработать. Хорошо. Да, войдите. Вы все-таки вышли на работу? Я как-то подумал, не должен недуг мешать пациентам. Так теперь вы можете отдохнуть. Ну, я сейчас только закончу. Пациентов уже нет. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. Сережа, я тут подумала. Зачем еще? Мне просто стало плохо к концу дня, я решил. Я думаю, лучше оставить лекарство на складе. В этом нет надобности. Зачем еще один? Ань, все хорошо. Просто чтобы вы еще раз не носили меня обмороженным по улице. Все хорошо. Если вы считаете, что это нужно забрать, можете забрать остаток. Я доверяю вам. Только будьте осторожны. Хорошо. А пока отдохните, полежите. А ближе к вечеру я... Ляг, тебе надо отдохнуть. А это мы уберем.
Таких снов я еще никогда не видел. Это двойные сны. Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Я вижу жутко освещенную арку, а за ней В ночь перед сражением Петя в полусне слышит музыку и командует ею. И чудится ему, что он создает звуки. «Валяй, моя музыка, ну», — думал Петя. И звуки слушались его, и он был счастлив. Огромный, никому и даже Пете еще неизвестный мир жил в нем. Мир, полный красоты и добра. это Анна. Идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной. Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с ней. Сережа! Сережа! Я больше не буду давать вам раствор.
Ты что, я маленький, что ли? Не буду. Ань, ну у меня боль. Лечись. Где? Уезжай в отпуск. Морфием не лечится. Я простить себе не могу, что тогда оставила тебе склянку. Ты что, я морфинист, что ли? Да, ты становишься... Не лечи меня! Дайте ключи от аптеки. Да. Аня, я как врач говорю, дайте ключи. Ну, я же... Аня... Дай сюда. Я не сержусь на вас. Нет. Я уже знаю, что вы пропали. Знаю. И я проклинаю себя за то, что тогда сделала вам прыскивание. Ань, все будет хорошо. Все будет прекрасно. Я несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом.
Так странно. Такое хорошее утро. Я последний раз такое хорошее утро помню. Здрасте. Доставка. Проходите. Извините, мне кажется, тут чего-то не хватает. Морфия сейчас нет, будет на следующей неделе. Большое беспокойство, тревожное и тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Большое беспокойство, тревожное и тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации, небольшая степень затемнения сознания. Большое беспокойство, тревожное и тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Большое беспокойство, тревожное и тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Большое беспокойство, тревожное и тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Большое беспокойство, тревожное и тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Большое беспокойство, тревожное и тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации. Какие и небольшая тусклые, степень казенные, затемнения ничего не говорящие слова. Большое беспокойство, Тоскливое состояние. раздражительность, ослабление памяти, иногда Нет. и небольшая степень затемнения. Я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не тоскливое состояние, а смерть медленная овладевает морфинистом. Лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух несытный. Его глотать нельзя. В теле нет ни клеточки, которая бы не жаждала. Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен.
Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет. Ни о чем не мыслит. Кроме морфия. Морфий. Большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации, небольшая степень затемнения сознания. Большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации, небольшая степень затемнения сознания. Большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации, небольшая степень затемнения сознания. Значит, домой прибежали. Неудивительно. Ну и что вы собираетесь делать? Спасибо вам огромное. Я собираюсь лечиться дома. Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы это говорите мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Но кому вы это говорите? Я сразу не могу так отвыкнуть. Нет. Изобрели же морфий. Вытянули из головок божеств. Вытянули! Должны найти способ лечения.
Вы хвастались, что вы совершенно нормальны 2 недели назад. А между тем, я вас не держу. Профессор, верните мою расписку. Доктор Поляков, одумайтесь. Вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, только немножко попозже. И притом в более плохом состоянии. Я с вами разговариваю все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состоянии полного душевного разлада. Вам в сущности и практиковать-то нельзя. И, пожалуй, преступно не предупредить о вас по месту службы. Умоляю вас, никому ничего не говорите. Хорошо. Вы скажете. Меня огласят больным. Выгонят со службы. Вы этого хотите? Идите. Идите. Я вас не держу. Спасибо. Вас все равно вернут. Но насчет практики врач переборщил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать-то я могу. Я никому из своих пациентов не могу принести ни зла, ни вреда. Да и почему я должен прятаться и бояться? У меня что, на лбу написано, что я морфинист, что ли? Да и кому какое дело, в конце концов? Морфиниста есть одно счастье, которого никто не может отнять. Способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество — это важные, значительные мысли. Это созерцание, спокойствие. Далеко-далеко взъерошенная городская жизнь. Мне ничего не нужно, ни до чего нет дела. Меня не
никуда не тянет. Правильно, что ты вернулся. Нечего тебе там морозиться. Наверное. Хватит! Нам нужно прогуляться. Я решил завязать. Это все ради Ани. Каждая доза убивает ее. Я хочу закончить. Я понимаю. Это все для Анны. Каждая доза убивает ее. Я рад, что ты это понял. Сам бы я не смог этого сказать. Аня безумно любит тебя. Пора. Беги.
В деревне все знают. Неужели? Все равно. Пустяки. Если не уедешь в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Ты слышишь? Посмотри на свои руки. Посмотри. Немного дрожат. Но это не мешает мне работать. Ты посмотри, они же прозрачны. Погляди на свое лицо. Уезжай, Сережа. Уезжай. А ты? Уезжай, Сережа. Уезжай. Ты погибаешь. Ну, это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел. Ведь не полный год, как я болел. Видно, такая конституция у меня. Что тебе может вернуть к жизни? О, нет. Успокойся. Спасибо, Морфию. Он меня избавил от всех напастей. Вместо нее Морфий. Прости меня. Я думал, что только в романах бывают такие, как Аня. Если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Решил твердо, что с 1 января я возьму отпуск на 1 месяц по болезни и к профессору. Я не поехал и могу расстаться с моим кристаллическим растворимым башком. Во время лечения я погибну. И все чаще и чаще мне приходят мысли, что лечиться мне не нужно. Утром рвота. 3 шприца 4% раствора в сумерки. 3 шприца 4% раствора ночью. Сонный день. Поэтому большое воздержание. С ночи до 6 часов вечера.
Сумерки — самое ужасное время. Уже на квартире слышал отчетливый голос, монотонный, угрожающий, который повторял: Сергей Васильевич, Сергей Васильевич, Сергей Васильевич. Впрыскивание, все пошло сразу. Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания, я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю. В работе никаких сбоев. Здесь нужно быть осторожным. Здесь фельдшер и 2 акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Дело идет гладко. Я решил так. Обращусь к Бомгарту. Аня приехала. Только она желтая и больная. Доконал я ее. Доконал. Но дал ей клятву. Обещаю всем. Могу себя поздравить. Я без укола уже 14 часов. 14. Это немыслимая цифра. Сейчас я буду полностью здоров. По зрелому размышлению, Бомгарт мне не нужен. Да и никто не нужен. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался. Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя и Анну.
Что же я могу сделать? Время лечит, как пила Энерис. С ней, конечно, хорошо, просто и легко. Тетрадь Бомгарту. Все.